Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем огромный привет из Мьянмы! И сегодня из города Янгон мы отправляемся в древний город Бага, чтобы посмотреть самые красивые пагоды и храмы. Thank you. Welcome drink, причем не простой, а киви. Здравствуйте. Как вы поняли, мы остались в Янгоне еще подольше и сейчас заселяемся в отель. Мы узнали, что здесь есть очень необычный отель в колониальном стиле, и называется он «Резиденция губернатора», потому что здесь действительно в давние времена жил губернатор. С первых минут становится понятно, что здесь будет очень красиво, и если вы посмотрите на сайте стоимость одной ночи в этом отеле, вы очень удивитесь, потому что это не так дорого, как может казаться на первый взгляд. Например, сейчас цены начинаются от $150 за ночь, но это того стоит. Это настоящий оазис внутри мегаполиса. Нас встретили welcome drink, очень быстро заселили, подписали все бумаги. Здесь так еще, знаете, немножко дует от вентилятора, приятная погода, можно позагорать сегодня у бассейна. На ресепшене также есть зона ожидания, либо можно просто спрятаться здесь в тенечке, почитать книгу. Здесь есть несколько книг о Мьянме, можно выбрать необходимые направления, если они открыты, потому что сейчас действуют ограничения и можно путешествовать не по всей стране. Выходим с ресепшеном, и можно прогуляться либо по мостику, либо по газончику приятному. Здесь иногда также гуляет павлин, но сейчас так греет солнышко, что я боюсь, что он просто от нас спрятался. Еще можно увидеть много птичек, белок, которые прыгают по деревьям. Сейчас у павлинов обед, они прячутся в клетке здесь у себя в тенечке, но иногда их выпускают, чтобы они гуляли по территории. Привет, павлин с шикарным хвостом. Только не клюйте меня. Прошла внутрь их вольера. Уникальная возможность потрогать перья павлина. О, как шелк. Такие мягкие. Только не поворачивайся обратно. Красивый хвост. У тебя красивый хвост, дружок. Не буду больше мучить павлинов. Сейчас отошла от них в сторону и иду гулять по территории. Кстати, для удобства гостей здесь есть банкомат, который работает 24 часа на 7. Иду по красивому мостику. С одной стороны зелень, бассейн, с другой стороны тоже зелень, небольшой лес и пруд. К нему можно также выйти и прогуляться вокруг. Реально, каждый раз бегают белки, но не успеваю хотеть, потому что они слишком шустрые. Здесь постоянно поливается газон, и то и дело меня поливает тоже. Это второй небольшой пруд, красивый. Очень зеленая территория, знаете, так необычно. Едешь по Янгону и попадаешь в оазис. Снова вернулась к мостику. Шикарнейший бассейн. Еще внизу плитка бирюзовая, так чтобы цвет воды на солнышке тоже был таким, знаете, лучезарным, красивым. Хотелось купаться. Также есть лежаки, большое количество, поэтому можно занять хорошее местечко
и отдыхать здесь. Сейчас я прохожу в ресторан. Завтра мы будем здесь завтракать. Отсюда доносится красивая музыка, изящные столики вокруг. Также здесь есть меню выходного дня. Утка запеченная с апельсиновым соусом. Hello. Также на территории есть бар. Особенно это актуально по вечерам, когда хочется немножко отдохнуть. Здесь есть большое количество коктейлей различных. Посмотрите, какой шикарный интерьер, расписанные стены. Вы знаете, мне это даже немножко напоминает здание Starbucks в Гватемале. Я тогда была удивлена, насколько он красивый. Но это, конечно же, еще более красиво. Как же здесь все продумано. Также из бара можно попасть в бассейн с другого выхода. Помещение напротив. Также есть ресторан. Кстати, мы знаем, что вот эти штучки, они больше как для украшений. Служат комнаты. Но раньше они служили для подношений богам. Поднимемся на этаж выше. Посмотрим, что здесь есть. Просто лаунж-зона. О, какая здесь красота. Красота, тишина. Даже не верится, что мы находимся в центре города. Совсем недалеко отсюда находится пагода Шледагон. А сейчас я нахожусь в этой комнате красивой. Здесь есть бильярд, граммофон. Со второго этажа открывается вид на бассейн. А еще здесь такая люстра интересная. Она в виде грозди бананов. Комнаты находятся в отдельных домиках. Здесь их несколько штук. Еще можно как-то проходить туда внутрь. Все окружено небольшими прудиками. И вот наша комната располагается в этой части. Давайте пройдем и посмотрим. Давайте пройдем в наш номер, но не менее красивый, чем вся территория. Здесь скамеечка для того, чтобы удобно надевать обувь. Также есть зонтик, если вдруг будет плохая погода, хотя в Янгоне сезон дождей, он такой, знаете, не сильный. Здесь еще интересная табличка. Если вдруг вы не хотите, чтобы вас беспокоили, просто вешаете вот эту вот серьезную даму, и тогда вам никто не будет заходить. Ну а если хотите, чтобы у вас была уборка, просто ничего не делайте. Здесь у нас зеркало во весь рост. Проходим в комнату. Огромная кровать с очень качественным матрасом. Сразу видно. Такая пышная. По 2 подушки на каждого. Балдахин, если вдруг будут комары. Также здесь есть удобная софа, тоже с подушечками. Рабочий столик красивый. Из окна открывается вид на сад. Большое количество зелени. Конечно же, в комнате есть шкаф, где мы расположили все наши вещи. Видите, он тоже сделан в каком стиле. Национальном бирманском. Также есть сейф, чтобы защитить все ваши документы, деньги. Есть холодильник с мини-баром, напиточки по 5000 кьят, либо по 10 тысяч кьят. Также есть пляжная сумка. Если вдруг вы захотите выйти в бассейн и взять с собой какие-то вещи, можно сделать и положить в эту сумку. Также очень много вешалок. В этой части комнаты диван. Также есть прикроватные тумбочки, обеденный столик. Можно попить чай, кофе. Нам подготовили фруктовую тарелку. Здесь бананчики, драгонфрут. Будем наслаждаться, потому что сейчас даже не сезон драгонфрута, поэтому очень приятно.
оставили записку, что очень рады видеть нас среди своих гостей. Также есть телевизор, бокалы, если вдруг вы решите заказать себе вино и провести время в номере. Еще одна важная деталь нашего номера – это терраса. Проходим. Здесь также зона курения, потому что вот мы видим пепельницу, есть 2 кресла, столик и вид на зелень, на пальмы. Пройдем в ванную комнату. Здесь очень тоже красиво. Пространство украшает зеленый цветок. Смесители в английском стиле с горячей водой, с холодной. Также нам подготовили шампунь, гель для душа, кондиционер, лосьон и защиту от комаров. Да, такие здесь, конечно же, водятся. Помимо этого есть зубная щетка, салфетки и чистая вода, чтобы чистить зубы именно чистой водичкой. Здесь 2 раковины, и поэтому 2 термоса, потому что для каждого человека индивидуально свое пространство. Также здесь есть фен с различными щеточками, красивые халатики цветные, чистые полотенца, душ, тропический душ, лейка и в другой комнате туалет. А еще посмотрите, эти халатики висят на необычных вешалках, потому что здесь изображен фрукт, похожий на мангустин. Заказала себе кофейный напиток, который называется аффогато. Это эспрессо с мороженым. Наступил уже следующий день, и мы идем на завтрак. Вы можете выбрать завтрак по меню. Во-первых, напитки, чай, кофе, соки. Также есть различные йогурты, фрукты, омлет, яйца бенедикт, жареные яйца, скрэмбл. Еще дополнительные блюда. Помимо завтрака по меню, нам уже принесли сок из морковки, также фрукты, нарезаны здесь кружочками, виноград, арбуз, папайя, ананас и йогурт. На основное блюдо на завтрак, если можно так выразиться, мы взяли себе яйца бенедикт. И в качестве гарнира взяли дополнительно помидорку на гриле, бекон, хэш-браун, бобы. А также нам принесли чай, булочки и соль, перец. Вот такая вот интересная подача, сервировка. Красота! My name is Kirill. Сейчас, друзья, продолжать наслаждаться завтраком, но времени нет. Как вы видели, мы уже встретились с нашим водителем. И сегодня мы отправляемся в древнюю столицу Мьянмы. Это город Баго. Ехать нам до него 80 километров. Отправляемся мы в Баго на автомобиле с водителем. У нас сегодня будет нестандартная экскурсия. Обычно мы едем с водителем и с гидом. А сегодня у нас будет лишь водитель, которому мы изначально наметили план, плюс он добавил некоторые точки. Но самое интересное, самый
красивые храмы и ступы мы сегодня, конечно же, с вами увидим. Спустя примерно 2 часа мы приехали в город Бааго, или как раньше он назывался, Пегу. Это древний город, по легенде основанный двумя бирманскими принцами в VI веке, то есть 1500 лет назад. Это 4-й по численности населения город, в нем проживает порядка 250 тысяч. А пока мы ехали, мы по дороге еще заезжали и на заправку, заезжали в салон связи, немножко закинули денег на интернет, плюс проезжали платные участки дороги, ну а также видели блокпосты с военными, которые осматривают визуальный автомобиль, также смотрят, кто едет внутри. Ну а сейчас мы уже доехали до первой пагоды. Пагода, в которую мы приехали, называется Чайпун. Это древняя монская пагода, построена в 15 веке в виде 4 сидящих друг к другу Будд. Четыре 30-метровые статуи Будды обращены к 4 сторонам света. И все эти Будды с разным выражением лица и выглядят, конечно, очень фундаментально. Также на выходе небольшая фотосессия. Мы видим, что многие девушки здесь мажут лицо специальной смесью, которая называется танакха. Это смесь из растертого дерева и коры. Вот так это выглядит. Добавляют немного воды, потом растирают эту древесную смесь, после чего уже наносят на лицо, на щеки, на лоб, на нос. И это делается по 2 причинам. Первое, чтобы немного сохранить свое лицо от солнца, немножко обезопасить. А второе, естественно, эффект омоложения. И этот продукт можно уже купить в специальных баночках, похожих на крем. How much? Only 10,000. 10,000. Only one. До этого подобные баночки с танакхой мы встречали на рынке за 5000. Здесь продается 4 за 5, да. За 4 за 5. Здесь продается за 10. Но в качестве сувенира и чтобы попробовать нанести на лицо, я думаю, интересно. Сейчас мы добрались до еще одного Будды. На этот раз это лежачий Будда, который располагается под открытым небом. Это статуя лежачего Будды, относительно новая. К более древней и большой статуе лежачего Будды мы отправимся чуть позже. Сейчас мы приехали к еще одному лежачему Будде. Храм называется Швихалуанг. И длина этого Будды 55 метров. Первый по величине находится в Янгоне, в храме, где мы были с вами вчера, в прошлом выпуске, можете посмотреть. Его длина была 66 метров, а длина этого Будды 55 метров. Как всегда, при входе мы сдаем свою обувь. Поэтому я настоятельно рекомендую носить именно шлепки, вьетнамки, потому что это очень удобно. Быстро снял, надел.
Эта статуя считается более древней, чем в Вингоне, потому что она была построена в X веке, в конце X века. Правда, в XVIII веке она пришла в упадок, была заброшена и заросла джунглями. Восстановили эту статую Будды в конце 19 века, а мозаичные картины, которые находятся с обратной стороны Будды, нанесли в 1930 году. Будда под навесом выглядит более ухоженно, изящно. Он лежит на сундучках, которые выполнены из стеклянной мозаики. Она смотрится издалека эффектно и красиво. Да, этот Будда более фундаментален. Кстати, при входе в храм есть огромное количество палаток с различными сувенирами. Также можно здесь приобрести различные подношения для Будды. Совсем рядом находится еще одна пагода, которая называется Махазеди. Ее особенность заключается в том, что можно подняться на самый верх, но сделать это могут лишь мужчины. Поэтому я сейчас собираюсь отправиться вот сюда. Сейчас на улице жуткое пекло, жара, поэтому никого не видим из желающих подняться на самый верх. Но поскольку мы сюда приехали, то нужно, конечно, воспользоваться этой возможностью. Возможно, подниматься по ступенькам в такую погоду кажется не лучшей идеей, но на самом деле, когда вы поднимаетесь все выше и выше, то вы чувствуете на себе дуновение ветра. Еще есть сложность в том, что когда вы идете на солнечной стороне, как я шел до этого, то идти босиком достаточно сложно, потому что обжигающая поверхность. Но когда заходите в тенек, то здесь уже комфортно. Виды, конечно, открываются потрясающие. Как на эту пагоду, так же и на соседние. Вдали мы видим главную пагоду, к которой мы сегодня еще отправимся совсем скоро. Временами площадка, по которой гуляю, совсем узкая. Ну что ж, мы с вами сделали целый круг вокруг ступы. Полюбовались замечательными видами, ну а теперь пора спускаться вниз. Все, закрываем за собой калиточку. К сожалению, бирманского языка я не знаю, поэтому я сюда спокойно прошел. Ну а теперь спускаюсь вниз уже, чтобы Тома сильно не скучала, ну и чтобы попить немного воды. И еще одна особенность, то что почти в каждом храме есть кулер с водой и привязан к нему чашкой. Поэтому можно подойти, попить водички и немного освежиться. Сейчас мы приближаемся к главной пагоде города Баго, которая называется Швимода. Ее высота 114 метров, и это самая высокая пагода в стране.
Не успели войти в храм, сразу же нас приветствуют торговцы, которые здесь продают открытки, монеты, купюры какие-то древние, ну, якобы, по крайней мере. It's really old, 70 years old. This is 90, 70, 45. Really, only for that we are old people. Очень-очень древние монеты, но мы хотим посмотреть на очень древний храм. Ступа Шримоды была построена в 9 веке, как гласит источник, для хранения 2 волос Будды, которые сюда привезли 2 торговца из Индии. Также этот храм был несколько раз восстановлен, в том числе после землетрясения в 1930 году. Здесь в основном местные приносят цветы в качестве подношений, и поэтому внутри очень приятный запах. Это не просто пагода, а это целый храмовый комплекс с маленькими храмами, где можно увидеть много-много Будд. Причем, пообщавшись с местными, я поняла, что они у них так разукрашены не с какой-то целью, а просто, чтобы не было скучно. Сами яманцы очень веселый народ, поэтому им важно, чтобы все вокруг было ярко и красиво. В прошлый раз мы гуляли, и был выходной день, а сегодня понедельник, поэтому людей не так много. В отличие от пагоды Шведогон в Янгоне, которая находится на реконструкции, данную пагоду мы можем видеть в оригинальном виде, хотя совсем недавно она тоже была на реконструкции. На территории дворца снимать на камеру нельзя, лишь за дополнительную плату, поэтому мы камеру оставили и немножко поснимали на телефон. Походили по убранству этого дворца, посмотрели, где король принимал гостей. Сейчас мы находимся в соседнем здании дворца, это тронный зал. По сей день на территории дворца до сих пор ведутся обширные археологические работы. Возможно, снимать было нельзя только в главном дворце. Здесь уже на камеру никто не реагирует. Также мы слышали, что за вход в храмы нужно платить единый билет, который стоит $10 с человека. Но вот сегодня сколько мы храмов посетили, и мы, получается, нигде нас никто не останавливал, нигде мы за вход не платили. А это был наш последний на сегодня храм, но не последнее место, которое мы посетим. Следующей нашей точкой должно было быть небольшое традиционное бирманское производство местных самокруток, которое называется чирута. Но сейчас, как нам рассказал наш водитель, закрыто производство, остались лишь магазины, где мы можем посмотреть на эти самые самокрутки. Сейчас мы видим, как работают женщины, вот там вдалеке немножко. Нам, к сожалению, не разрешают пройти туда и поснимать.
Сейчас они занимаются упаковкой этих черут в пачки. Сейчас мы видим, как женщина упаковывает черуты в пачки. На этой фабрике работают лишь женщины. Самого производства мы не видим, видим лишь уже конечный этап. Но с этапом производства черут я немного знаком. То есть берется лист, в который заворачивается уже резанный табак, потом это все скручивается с помощью рук, абсолютно ручная крутка, получаются ровной формы, такие длинные сигарилы. Нам сейчас любезно подарили одну упаковку этих черут, то есть здесь в одной упаковке, я не знаю, наверное, штук 30. Я хотел попробовать, ну давайте вот одну с вами раскроем, как это все выглядит. Снимаем упаковочную пленочку. Угу. Так, здесь у нас получается оберточный лист, который заворачивает, как я вам уже говорил, табак. И здесь мы даже видим что-то типа фильтра. То есть каким-то образом они используют то ли бумагу, то ли какую-то древесину, используют в качестве фильтра. Вот так выглядит одна черута, закрученная в лист. А так выглядит целая пачка. Спустя 2 часа мы уже вернулись обратно в Янгон. Очень комфортная у нас была поездка с водителем. Машина приятная, с кондиционером, водитель знает английский язык. У такой поездки существуют как плюсы, так и минусы. Но плюсов, мне кажется, больше, потому что минусы — это только то, что вам заранее нужно подготовиться, знать места, в которые вы едете, нужно проработать маршрут. Ну а из плюсов это, во-первых, стоимость, потому что не подключается здесь гид, а лишь машина с водителем вы используете. Ну а также из плюсов это экономия времени, потому что мы зашли, мы знаем, сколько мы хотим там побыть, пофотографироваться, поснимать. Вот, соответственно, мы в начале 11-го приехали и в начале 3-го уже освободились. То есть, соответственно, меньше 4 часов нам потребовалось, чтобы осмотреть порядка 6 главных храмов. Плюс заехали в табачную компанию и уже успели вернуться обратно. Вы также можете менять свой план, говорить, куда вы хотите поехать. Также еще можно отправиться на новую ферму. Она находится в 40 километрах от этого города, поэтому все по вашему желанию. А ехали мы с компанией, которая называется Exotic Myanmar Travel. Как обычно, все контакты оставим в описании под этим видеороликом. Ну а на сегодня все, друзья. Не прощаемся с Мьянмой. Увидимся в следующем выпуске. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока! Пока, ребята!